Здравствуйте, дорогие друзья! Возможно ли сделать дома магический обряд самостоятельно, чтобы это получилось правильно и хорошо? Конечно же, да, и многие из вас делают это или стараются делать. Сейчас я расскажу вам о тех тонкостях, которые помогут вам сделать так, чтобы ваше колдовство привело к тому эффекту, который вы хотите получить. И прежде всего я хочу сделать важное заявление. С тех пор, с того момента, как вы начинаете заниматься магией, даже не заниматься, а просто пробовать делать какой-то обряд, слова начинают иметь значение. Как вы знаете, каждый заговор, слово мое крепко, дело мое лепко, никому его не перебить, как сказала, так и стало, и так далее. Слова заговора – это, собственно говоря, руль обряда, управляющий. И у человека нет переключателя, который после того, как вы перестали заниматься магией, стали заниматься жизнью, выключит у вас вескость ваших слов. С того момента, как вы вообще ввязались, нужно следить за тем, что вы говорите. Я все что угодно отдам, клянусь, мне больше никто не нужен, не хочу никогда никого видеть. Вот это все начинает иметь вес. Потому что нужно определиться. То есть, либо вы несете чушь и фуфло, и тогда силы никогда вас не послушают, и слова заговора не будут иметь никакого значения, так сказать, они будут просто пролетать. Либо, если вы хотите, чтобы ваш заговор работал, когда вы произносите слова, придется следить за словами и вне магических занятий. Не выбирайте для первого обряда то, где оговорено там на погосте, на перекрестке, там, где люди не ходят. Вот. Люди ходят всегда. И даже если никого рядом не будет, вы будете дергаться, бояться, что кто-то пойдет, кто-то увидит. И весь обряд пойдет на смарку, потому что самое главное в обряде, как известно, это сосредоточение. Спрашивают, нужно ли учить текст наизусть. Нужно или не нужно учить текст наизусть? Скорее всего, вы это сделать не сможете. А если даже вы выучите его наизусть, вы будете волноваться, и в проверенный момент куски текста будут вылетать у вас из головы в самый нужный момент. Из этого, как ни странно, следует еще один пункт насчет места и условий выбора первого обряда. И почему здесь, опять же, домашние условия лучше всего? Вам нужно, чтобы в помещении или месте, где вы находитесь, было достаточно освещения, чтобы вы могли обращаться к шпаргалке. Уединенность. Никто вам не должен мешать. И спрашивают, в какое время суток делать. Да, оговорено время суток часто в обряде. Но не менее важно, чтобы вам никто не мешал. Поэтому, если, скажем, читать ночью и строго ночью, а у вас ночью это нереально, вы такой обряд не выбирайте. Атрибутика. Никогда не выбирайте первыми обрядами те, где оговорена какая-то сложная атрибутика. Это заблуждение, что чем сложнее наворочено и чем больше нужно всего задействовать, тем обряд сильнее. Сила обряда зависит вовсе не от этого. Можно привести простой такой кулинарный пример. Что лучше сделать к приходу гостей? Сложное блюдо, которое вы никогда не делали, с массой каких-то составляющих и сложной обработкой продуктов? Или какой-то проверенный фирменный рецепт, простой, но который вы точно знаете, что получится у вас хорошо и будет вкусно? Конечно, у любой разумной хозяйки выбор пойдет на проверенное такое фирменное ударное блюдо. То же самое и с выбором обряда. Выбирайте то, что вы точно сможете сделать хорошо. Иной обряд со свечкой, просто одной простой свечкой, хорошо, ровно, правильно сделанный, даст вам больше, чем какая-то навороченная конструкция, в которой вы, вероятно, запутаетесь. Подготовка себя.
Да, обряды не делают с бухты-барахты. Нужно готовиться. Ну, во-первых, их не делают после плотного ужина. Несколько часов до обряда вам нужно не есть. Есть такие обряды, где оговорено вообще, что нужно поститься. Но это бывает нечасто. Обычно просто вы должны быть, в общем, натощак. Второе. Сходите в туалет до, чтобы вас там не прихватило или что-то. Это важно. Одежда. Ничто не должно вам там стягивать живот. Дыхание должно быть свободное. Желательно, конечно, никаких там... есть всякое, что не надо пуговиц, не надо застежек. Да, в общем, в принципе, нежелательно. Волосы должны быть распущены. Заколок не надо. А также это должна быть одежда, удобная в том плане, чтобы вы вот этим вот таким вот рукавами, скажем, или какими-то кофтами, там, подолами, ничего не смахнули, не уронили. Потому что обряд, это как песня. Если вы начинаете песню петь, вам нужно спеть ее от начала до конца и не спотыкаясь, там, не говоря, там, ой, блин, забыл текст, там, не поднимая какие-то падающие с вас там украшения. То есть уж вышел, сделал и ушел. Поэтому нужно вот к этой цельности стремиться. Здесь, наверное, нужно сказать и про видеообряд, потому что новенькие не знают, что это такое. Сейчас я расскажу. Вот чтобы вам не пришлось делать всего вот этого, что я вам рассказала, для этого я делаю видеообряды. Под видео заложена рунная формула и заклинания, которые делают за вас вот эту всю работу. Это, собственно говоря, обряд, свернутый в формулу. Это можно сравнить с тем, как если бы я дала вам автомобиль, заправленный, который поедет в любой момент, а вам нужно сесть за руль и задать направление и рулить. Таким образом, ваша главная задача в видеообряде – это единственное то, что я не могу сделать за вас. Ориентировать его на ту задачу, на того человека, которого знаете только вы, и, конечно же, не знаю я. Но обряды просто посмотри, это тоже рунная комбинация. Но только там сделано так, что вам не нужно даже повторять за мной текст. То есть я как бы веду вас в обряд. И ваша задача, собственно говоря, та же самая. Концентрироваться на вашем человеке, на вашей задаче, только вам не нужно отвлекаться на прочтение текста. То есть вы можете за мной повторять, но условия такого не стоит. А также еще у нас есть теперь обряды в фоновом режиме. Сейчас я расскажу и про это, что это такое. Это обряд, который похож на видеообряд, она просто посмотри, но просто там нацелено так, что вам не нужно все время смотреть в экран, и даже, в общем-то, не нужно особо слушать эту музыку. Единственное, что вот тут возникли трудности у девушек с похудением, с фоновым обрядом. Девушка смотрела телевизор, я сначала ей сказала, что ей, наверное, не подходит обряд, а потом поняла, что нет, телевизор, конечно, все-таки мешает, он сбивает информацию. Потому что ошибка в чем? Вы думаете, что это музыка, влияет музыка, какая-то хорошая музыка, хорошее видео, но дело в том, что работают в таких обрядах и не музыка, и не видео. Музыка и видео – это скорее такое декоративное оформление, которое несколько поддерживает, вовлекает вас и помогает вам настроиться. Визуальный ряд, поскольку я делаю сама эти видео,
что там все созвучно выстроено. Вот, но работает истинным рабочим механизмом в этой конструкции является рунная формула и заклинание мое. И поэтому даже если звука не будет или не будет картинки, на самом деле это не повлияет на действие. Также проясню вопрос. Пишут: спасибо за медитацию. Сейчас я постараюсь образно объяснить. Медитация, скажем, похожа на деревянную лошадку, на которую вы можете сесть и играть в то, что вы едете, представлять, куда вы едете, задействовать свое воображение. И, в общем, действительно можно с помощью воображения аж прям там другие миры посетить и что угодно, но при этом вы все делаете сами, потому что деревянная лошадка никуда не скачет, и на ней просто удобно сидеть попой, если она удобная. А если неудобная, то и это не получится. А магический обряд имеет внутри движущий компонент. Магический обряд – это технология и конструкция. Ну, вот как мобильный телефон или там, не знаю. Там есть действующая часть. И поэтому магический обряд – это не лошадка деревянная, а это автомобиль, ну или хотя бы велосипед, который действительно имеет способность убыстрять ваше движение и экономить ваши усилия, которые дает свой собственный. Простые обряды. Велосипед, более сложный. Автомобиль, а то и самолет. Ну, в общем, отличие от медитации в том, что там есть действующий мотор. Также еще один вопрос я хотела прояснить, просто потому что часто вижу, что, конечно же, по доброте душевной и от благодарности вы пишете: спасибо Вселенной, спасибо архангелам, спасибо Творцу за вот эти вот обряды, которые выкладываю я. А это примерно получается так, друзья, как если бы вы собрались, допустим, пойти к своей соседке, чтобы попросить у нее соли, кончилась у вас. И вот вы приходите к своей соседке Марии Ивановне за солью, она просит эту соль, она вам выносит соль, и вы говорите: ой, спасибо, Сергей Петрович, за соль. Ой, спасибо, не знаю, Иосиф Моисеевич, за соль. Ай, спасибо маме моей за соль. Вот примерно вот так. Соседка Марья Ивановна будет очень удивлена, и, в принципе, если она обидчивая, то может сказать: ну, ткни мы вализу своей солью тогда. Примерно то же самое вы делаете, когда таким образом благодарите за обряд. Дело в том, что любой обряд имеет действующую силу, а его действующая сила – это некие высшие, допустим, существа, в моем случае. Совершенно конкретные. Это не Вселенная, потому что Вселенная, ну как мы все в ней сидим. Если мы хотим во Вселенную, знаете ли, то нам так в планетарий надо. Вот. И вроде не Творец, то что Творец – это скорее Каббала. Вот. А так как я работаю с силами языческими, дохристианскими, то вот эти вот битье челом там, всяким православным святым и прочее, оно не очень уместно. И я, собственно, не против, но вы сильно уменьшаете вероятность того, что силы, которые задействованы в обряде, будут к вам благосклонны. Также вы можете вот таким вот образом оскорбить, собственно говоря, эти христианские силы тем, что вы им приписываете вот это действие. То есть куда ни кинь, это нехорошо. Поэтому давайте более нейтрально. Вселенная – и то лучше. Хоть какая-то там Вселенная, никто не знает, что это. А вот каким-то более конкретным персонажем просто это неуместно, друзья мои. Это неуместно, и вы просто себе снижаете вероятность, что получится обряд у вас. И тогда легко прояснить сейчас уместный еще один вопрос, смежный. Спрашивают: а говорят, что нельзя делать в православные праздники, нельзя там колдовать, а как же? Вот тут я как раз натолкнулась на такие вопросы. Дело в том, что
к науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения. То есть к силам, которые задействованы в этих обрядах, православная традиция не имеет никакого отношения. А мы все, как люди православные, ну, не все, а многие, русские, православные, имеем отношение к этой традиции. И поэтому это личное дело ваше. Как вы для себя решаете вопрос, работаете вы в христианские праздники или нет. Взрослые люди, вот, и вы сами решаете. Это ваш выбор. Насколько это для вас приемлемо. То же самое и с таким вопросом, как «а можно делать на женатых?» А можно? Вот это вам и решать. Можно вам делать или нельзя. Я, так сказать, в данном случае ничего сообщить от себя не могу. Успехов вам! Что бы там ни говорили, обряд, сделанный своими руками, имеет особую ценность и вызывает благосклонность сил, вот эти ваши усилия. И как вы его сделаете, так вы и получите.